Для бисквита 5 яиц, добавляю щепотку соли и взбиваю. Сначала взбиваю одни яйца с солью, затем буду добавлять сахар 150 грамм. Яйца взбиты достаточно, если какое-то время на поверхности остается рисунок. Мука 150 грамм и ванилин. Я очень хорошо взбила яйца, поэтому разрыхлитель не добавляю. И если сомневаетесь, можете добавить разрыхлитель. 1 чайную ложку. У меня, видите, какие пушистые получились взбитые яйца с сахаром. В принципе, это тесто уже можно выпекать. Будет бисквит, но он будет немножко суховат. Ему нужно будет дать отлеживаться, чтобы бисквит сразу нарезать, чтобы он не крошился, был влажным, без пропитки. Нужно добавить молоко 40 мл и растительное масло 40. Перемешиваю их между собой и добавляю к ним немножко теста. И только потом добавляю в общую массу. И аккуратно перемешиваю. Тесто осталось воздушным. Посмотрите, какое воздушное тесто. Теперь его можно выпекать. Разъемная форма диаметром 24 сантиметра, высота 6. Ничем не смазываю. Все тесто в форму. И отправляю в разогретую до 180 градусов духовку выпекать. Минут на 30-35. Проверяем деревянной шпажкой. Бисквит готов. Выпекался ровно 30 минут. Я только что его вытащила из духовки. Горячий. И даю бисквиту полностью остыть. В классическом рецепте торт мимоза делают с ананасами или с консервированными персиками. У меня же будет апельсиновый сок. Апельсиновый сок с мякотью 500 грамм. Не кипятила, но он теплый, не из холодильника. И подготовила желатин быстро растворимый 20 грамм и 100 миллилитров теплой воды. 100 миллилитров теплой воды. Положила 20 грамм желатина. Посмотрите, как он у меня набух. Не вытащить ложку даже. Вот. А теперь ставлю в микроволновку. Теперь желатин мне нужно распустить. Распустила желатин. Кипятить его не надо, просто чтобы он вот стал таким жиденьким. И выливаю в сок. Подготовила такую плоскую форму. Можно в силиконовую форму залить, чтобы потом удобно было нарезать. Форму смазала немножко маслом растительным. Если силиконовая, то это не обязательно делать. И выливаю сок. И отправляю в морозилку, чтобы быстро застыло. Делаю заварной крем для торта. 2 яйца, небольшая щепотка соли. Сахар 150 грамм. Взбивать не надо, просто перемешать. Ванилин. Крахмал 2 столовые ложки. Молоко 500 миллилитров. Постоянно помешивая, довожу крем до кипения. Закипел, сразу выключаю нагрев, но продолжаю помешивать, потому что крем еще варится.
и снимаю крем с плиты. Накрыла пленочкой в контакт и поставила в миску с холодной водой, чтобы крем быстрее остыл. Сливочное масло 180 грамм. Я заранее достала из холодильника, оно у меня уже комнатной температуры. И заварная часть. Взбиваю сливочное масло сначала до бела, а потом небольшими порциями добавляю заварную часть. Крем готов. Апельсиновое желе застыло. Теперь его нужно нарезать на кусочки. Разрезаю бисквит. Этот верхний корж убираю. Вот какой бисквит получился красивый. А здесь мне нужно сделать небольшую нишу. Получилась вот такая ниша. И бисквит, кусочки бисквита. Откладываю половину оставшегося крема. На украшение сверху торта. А в этот крем добавляю апельсин, желе апельсина. И выкладываю внутрь торта. И сверху корж. И остается только украсить крошкой. Оставшееся желе разрезала на мелкие такие кубики. Посмотрите, какая красота у меня получилась. Очень похожа на мимозу.